Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Заработай себе дома, с вами, как всегда, Роман. Все чаще мне начали писать о том, чтобы я помог выбрать какую-то биржу для новичков, потому что на Binance сейчас ввели очень сложную процедуру верификации, а без верификации у вас очень много ограничений и по вводу, и по выводу средств, и также по участию во всяких лаунчпадах, стейкингах и так далее. И именно поэтому я решил снять обзор на биржу Ascendex. Чуть далее я покажу, какие у нее основные плюсы, но для начала немного поговорим о самой бирже. Начнем с того, что она основана в 2018 году. Сначала она называлась BitMax. В марте 2021 года произошел ребрендинг. Также вместе с этим они привлекли крупные компании для инвестирования. Инвестировали в биржу более 50 миллионов долларов. И, собственно, это дало хороший толчок на продвижение этой биржи. На сайте CryptoRank мы можем видеть, что биржа находится на 35-й позиции в топ-100, что довольно-таки неплохо, учитывая то, что она на рынке всего пару лет. И также хочу упомянуть одно не очень хорошее событие, которое произошло с биржей совсем недавно, потому что по-любому в комментариях за это мне будут писать. Итак, вот как пишут на этом сайте, в ночь на 13 декабря какой-то хакер взломал биржу, залез в чужие кошельки и вывел оттуда криптовалюту на сумму 77 миллионов долларов. Биржа, конечно, сразу же на это отреагировала. Система безопасности биржи сразу же начала бить в тревогу. И мне очень понравилось то, насколько быстро они решили эту проблему и то, как они ее решили. Они привлекли правоохранительные органы, и если я не ошибаюсь, то за 3 дня раскрыли мошенника. Также компенсировали все потерянные средства пострадавшим в 100% количестве, улучшили безопасность после этого и генерировали новые адреса всем пострадавшим. В общем, то, как они отреагировали и то, как они это все сделали, мне очень понравилось. И, в принципе, от любого взлома, от любого хака ни одна биржа не застрахована. И главное, то, как они на это отреагируют, и то, что они компенсировали всем пострадавшим средства, это очень хороший показатель для такой молодой биржи. И забегая наперед, скажу сразу, что это очень хорошая биржа для новичков и для тех, у кого проблемы с верификацией. Ну и давайте приступим к регистрации. Регистрация тут простая, почта, пароль, ну и код приглашения, если вы регистрируетесь по чьей-то реферальной ссылке. Так, и следующее, о чем я хочу поговорить, это о верификации. Если на Binance, например, она ограничивает вам много каких действий, то на этой бирже она не обязательно. Давайте посмотрим лимит на выводы без верификации. Итак, вот вверху нам написано сразу, что в битке это 2 биткоина. Думаю, неплохо. Давайте возьмем, допустим, USDT. Так, 94 тысячи долларов. Думаю, никого не обидят, если кто-то не придет в верификацию, потому что этой суммы даже больше, чем достаточно в сутки. Единственное ограничение, которое будет без верификации, это то, что вы не сможете участвовать в аукционах. Об этом мы поговорим чуть позже. Ну а так, торговля обычная, торговля фьючерсами и другие полезные функции, такие как стейкинг и так далее, вам, конечно же, будут доступны. Так что, ребят, верификация по желанию. Если хотите для себя, можете сделать. Может, кого-то заинтересуют аукционы. Следующая очень удобная функция на этой бирже — это пополнение через фиат, без лишней мороки. Например, вот я хочу купить 50 тысяч сатоши биткоина, так как я с Украины выбираю гривну. Так, тут нам предоставляется два надежных поставщика услуг. Вот выбираем любой из них и, например, Visa, MasterCard. Все, нажимаем продолжить, соглашаемся с правилами, переходим. И тут просто соглашаемся с правилами, переходим, вводим данные своей карты, с карты взимаются средства и мы получаем свой биткоин. Очень быстро и очень удобно можно купить любую из криптовалют. Следующая очень хорошая фишка — это конвертация с нулевой комиссией. Например, если у нас 15 USDT и нам нужно биткоин, но цена, допустим, резко падает, мы не успеваем купить по рынку. И вот просто зашли сюда, взяли и 15 своих USDT обменяли на биткоин. Без комиссии и опять же без лишних действий. Да и минималка на конвертацию тут значительно меньше, чем на Binance. Дальше давайте рассмотрим торговлю. Очень мне понравилось, как тут сделана профессиональная торговля. Торговля кэш — это имеется спотовая торговля обычная. Просто тут еще немного не доделан перевод на русский. Так, давайте сначала посмотрим стандартную торговлю. Вот так у нас все выглядит, обычный график. Книга ордеров, тут можно переключиться на торговые сделки. Ну, в общем, все как обычно. И вот здесь будет ваш ордер. Очень удобно сделаны вот здесь пары. Можно по секторам, там, допустим, DeFi проекты, NFT проекты, проекты на Solana, на Polkadot и так далее. Можно также добавлять избранные. Ну, в общем, обычная торговля. И давайте теперь посмотрим профессиональную торговлю. Тут у нас, во-первых, и дизайн поприятнее будет. И, во-вторых, очень удобно работать с графиком. Вот те, кто там хорошо шарит в теханализе, могут себе тут работать с графиком. Есть полно всяких инструментов. И также сам стакан сделок ордеров тут поудобнее.
В общем, очень приятная фишечка, это профессиональная торговля. Дальше у нас идет маржинальная торговля с плечами. Тоже давайте посмотрим, тоже она есть как стандартная, так и профессиональная. Вот стандартная, тут все как обычно, пара, график и цены. И профессиональная также с графиком. Так, ну и давайте теперь посмотрим торговлю фьючерсами. И тут также она разделена как на стандартную, по обычному пары, график и стаканы. И также есть профессиональная. Намного удобнее следить за графиком. Так, максимальное плечо у нас x100, но всем новичкам не советую торговать на плече больше, чем x10. Для начала смотрите много информации, изучайте и больше, чем x10 не торгуйте. Также у нас есть бонус на фьючерсы. Тут у нас свои определенные задания с определенными наградами. Например, создать аккаунт в фьючерсной торговле, мы получаем 5 бонусных USDT. Эти бонусы мы сможем потратить на комиссию за удержание сделок и так далее. Вот здесь переходим в правила событий, а там все подробно расписано. Не буду на этом задерживаться. Следующая уникальная функция этой биржи — это функция копитрейдинг. Давайте зайдем посмотрим. Тут даем свое согласие. И сейчас я попытаюсь вкратце вам рассказать, что это такое. Это подписка на торговлю с трейдерами. Например, вот есть определенный трейдер, мы можем увидеть, какой у него месячный доход, какой у него PNL, сколько у него актив. И если мы возьмем 5-дневную бесплатную пробную версию, мы сможем посмотреть историю его сделок. То есть проанализировать, как он торгует, на каких парах он торгует, по какой стратегии он торгует. Очень, мне кажется, удобная фишка. Можно взять бесплатную 5-дневную версию и попробовать торговать с ним. Ну а дальше подписка будет $100 в месяц. Также вы тоже можете стать профессиональным трейдером, и другие пользователи биржи будут следить за вами. Кстати, вроде Ascendex я больше ни на какой бирже такого не видел. Ну, возможно, я и ошибаюсь. Ну и давайте перейдем в раздел «Заработок на Ascendex» и посмотрим, на чем мы тут можем заработать. Есть новые токены, сейчас тут годовой доход около 800%, можно попробовать зайти. Но для начала, конечно же, советую разбираться в токенах, вообще изучать токен, чтобы хотя бы примерно знать, с чем вы работаете. Очень хорошие проценты, даже, ребят, 8% годовых на USDT, довольно-таки неплохо. Так, и тут идут дополнительные инвестиции. Первое — это DOT аукцион. Тут мы за свои доты участвуем в голосовании за какие-то проекты. Если этот проект победит, то мы получаем определенную награду в этих токенах. Вот, например, там на 1 дот мы проголосовали за вот этот проект, он выигрывает, и мы получим свою часть вот этого общего количества награды. Следующий пунктик, это у нас идет, конечно же, стейкинг, который присутствует на каждой бирже. Но на каждой бирже опять-таки свои проценты, и тут они довольно неплохие. Хороший процент на их токен ASD, о нем мы тоже чуть позже поговорим, о нем и о его преимуществах. Кстати, очень низкая минимальная сумма делегирования. Вот тут можно нажать, чтобы рассмотреть все. Так, можем отсортировать по годовой доходности и посмотреть, какие проекты наиболее выгодные. Но опять-таки рекомендую хорошо ознакомливаться с монетой перед тем, как стейкать ее и вообще заниматься с ней. Ну а как работает стейкинг, я думаю, объяснять не нужно. Следующий пункт — это у нас идут DeFi проекты. Про DeFi тоже, я думаю, нет смысла рассказывать, потому что у вас под рукой интернет. Да и, в принципе, я считаю, что многие из вас уже знают, что такое DeFi проекты. Вот тут, например, вносим USDT, получаем USDT и вот эту вторую монету. Доходность тоже, кстати, неплохая, но пока что тут мало пар. Но, конечно же, это временно. Так, и наконец-то мы дошли до ASD экосистемы. Так, ну и давайте вкратце. ASD — это служебный токен биржи Ascendex, так же как у Binance есть BNB, и в каждой бирже практически есть свой токен. Кстати, биржевые токены — это всегда перспектива в долгосрок. Так, и давайте теперь посмотрим, какие привилегии есть у холдеров ASD токена. Итак, первое — это то, что если у вас есть ASD, мы получаем скидки на комиссию за транзакции. Второе — хороший процент прибыли на стейкинге. Третье — это то, что мы сможем участвовать в ASD аукционах. Ну и в принципе все. Скидки на комиссию можно посмотреть тут чуть ниже. Также тут почти еженедельно на этой бирже проходят всякие раздачи, всякие розыгрыши, в которых также можно будет участвовать за этот ASD токен. Так, ну и давайте уже посмотрим, что это за аукционы. Вот мы зашли в аукционы, которые уже прошли. И если вкратце, то это что-то типа лаунчпадов на Binance. То есть вы держите свои ASD, в течение определенного периода у вас делаются снимки среднего баланса ASD, и по завершении этого периода вы получаете монету, которая новая выходит на этой бирже. И, конечно же, при начале торгов вы можете получить хорошие иксы с ее продажи. Так, давайте посмотрим результаты предыдущих аукционов. И просто бешеные тут проценты. Вы просто посмотрите, минимальные иксы — это 526%, это 5 иксов, то есть если бы вы вложили $50, то забрали бы 250. Если бы вы вложили 100, соответственно, забрали бы $500.
И это не говоря про самый лучший показатель на аукционе, это 66 тысяч процентов. Это просто бешеные иксы, это просто бешеные деньги с минимальными вложениями. В общем, еще одна крутая фича в копилку этой биржи. Следующая очень прикольная функция – это последние события. Вот, перейдя в этот раздел, мы можем посмотреть абсолютно все про новые листинги, про новые фьючерсы, про новые ставки, имеется в виду в стейкинге и так далее. И многое другое. Очень полезная фишка, потому что всегда, если на какой-то бирже появляются новые токены, то при начале их торгов идут очень хорошие иксы. И очень удобно тут за этим можно следить. И вообще биржа очень богата на розыгрыши и на всякие еженедельные конкурсы. О них я, конечно же, буду давать знать в своем телеграм-канале, ссылочка в описании. Так что, ребят, те, кого заинтересовала биржа, старайтесь не пропускать и участвовать во всех возможных конкурсах от этой биржи. Так, ну и последнее, что я хотел бы вам показать, это рефералка. То, что, естественно, есть на каждой бирже. Чем больше ваш уровень будет на бирже, тем больше вы будете получать комиссионных. Подробнее о рефералке можно вот тут посмотреть детали, перевести эту страницу и почитать тут все, что вас интересует. Для того, чтобы пригласить друзей, просто заходим во вкладочку «Реферал», копируем вот эту ссылку, либо вот этот код приглашения, и либо чтобы друг зарегистрировался по ссылке, либо чтобы при регистрации ввел ваш код приглашения. Так, ну а теперь подведем итоги и все плюсы данной биржи. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пока.